Привет, ты Игорь, да? Да, а тебя зовут Оля, верно? Да, все правильно. Спасибо, что подвез. Не за что. Ты уже пообедала? Нет, только что купила себе бутерброд. Я взял с собой пасту и салат. Люблю холодные макароны. Выглядит аппетитно. Ты часто их ешь? Иногда, когда лень готовить что-то сложное. Понимаю. У меня тоже мало времени. Ты работаешь флористом, да? Да, я флорист в магазине на проспекте Мира. Классно! Я всегда хотел узнать, как ухаживать за цветами. Это не так сложно. Главное– поливать и любить их. А я геодезист. Работаю с картами и измерениями. Звучит интересно. Ты много бываешь на природе? Да, часто езжу за город, измеряю участки. Я люблю гулять по паркам, особенно весной. В Москве много красивых парков. Ты была в Коломенском. Да, там чудесно. Я там часто гуляю с собакой. У тебя есть собака? Какая порода? Лабрадор зовут Рада. Очень милая. Жаль, что ты не взяла ее с собой. Да, она осталась у мамы. В дороге ей было бы скучно. Я никогда не держал домашних животных. Почему? Не любишь животных? Люблю, но времени мало, часто в разъездах. Понимаю тебя. С животными нужна забота. А твоя собака любит гулять далеко? Очень. Особенно в лесу или в парке. Я тоже люблю ходить в походы, иногда с друзьями. Ты был когда-нибудь в Карелии? Нет, но мечтаю поехать, там красивые озера. Я там была прошлым летом. Очень советую. А ты катаешься на велосипеде? Редко, в детстве каталась часто. Я иногда беру на прокат велосипед в парке. Это удобно. А еще можно кататься на роликах. Ты любишь аттракционы? Да, особенно колесо обозрения. А ты? Я боюсь высоты, но люблю автодром. В детстве каталась на каруселях в Сокольниках. Я был там только зимой, катался на коньках. А я люблю прокатиться на американских горках. Я никогда не пробовал. Страшно. Попробуй когда-нибудь, это весело. Хорошо, может быть, летом попробую? Ты смотришь фильмы? Да, люблю комедии и приключения. А ты? Я тоже. Недавно смотрела «Елки». О, это хороший фильм. Я смотрел его в кинотеатре. Мне нравится видеть знакомые города на экране. А я люблю фильмы о путешествиях. Ты когда-нибудь был на киностудии «Мосфильм»? Нет, но хочу туда сходить. Я была там на экскурсии. Очень интересно. Ты часто ходишь в кино? Редко. Обычно смотрю дома с чаем и печеньем. Люблю смотреть фильмы вечером после работы. А что ты ел на завтрак сегодня? Овсянку с яблоком. А ты? Я съела бутерброд с сыром и огурцом. Полезно. Ты любишь готовить. Да, особенно выпечку. Пеку пироги. Я не умею печь только простые блюда. Если хочешь, научу тебя печь шарлотку. Спасибо, было бы интересно. Когда ты обычно начинаешь свой рабочий день? 8 утра. А ты? В 9. Магазин открывается позже. Ты долго добираешься до работы? Нет, 20 минут на автобусе. Мне до офиса 40 минут на метро. Ты слушаешь музыку в дороге. Иногда, но чаще читаю новости. Я люблю слушать подкасты о природе. Какие подкасты посоветуешь?
Слушаю простые вещи и на природе. Спасибо, попробую послушать. Ты был когда-нибудь в цирке? Да, в детстве с родителями. Было весело. Я тоже давно не была. Хочу снова сходить. А у тебя есть братья или сестры? Есть младший брат. А у тебя? У меня старшая сестра. Она живет в Казани. Ты часто ее навещаешь? Редко, только летом. Я каждую неделю звоню брату. Это хорошо. Семья — это важно. Согласна. А ты любишь путешествовать? Да, особенно по России. Был в Сочи и Питере. Я тоже хочу съездить в Сочи. Там красиво, море и горы рядом. Звучит здорово. Ты когда-нибудь был за границей? Нет, пока не был. А ты? Я была в Беларуси у подруги. Понравилось? Очень. Минск– уютный город. Я тоже хочу туда съездить. Там хорошие кафе и красивые улицы. А как ты относишься к погоде сегодня? Мне нравится. Не жарко и не холодно. Я люблю пасмурную погоду, когда не слишком светло. Я тоже. Идеально для прогулки. Скоро поедем дальше? Да, только даем свой сэндвич. Я почти доел пасту, осталось чуть-чуть. Ты не хочешь попробовать мой сэндвич? Спасибо, но я уже сыт. Хорошо. А ты пьешь чай или кофе? Больше люблю чай, особенно зеленый. Я тоже. У меня всегда есть термос с чаем. Здорово, иногда в дороге это очень выручает. А ты когда-нибудь ночевал в палатке? Да, пару раз в детстве. Было весело. Я обожаю ночевать на природе. Надо будет как-нибудь вместе сходить в поход. С удовольствием, особенно с костром и песнями. Я играю на гитаре немного. Класс! Я люблю слушать гитару у костра. Тогда обязательно возьму гитару в следующий раз. Согласна, будет весело. Ну что, едем дальше? Да, поехали. Спасибо за компанию. Спасибо тебе за разговор. Поехали! Здравствуйте. Разрешите присесть здесь? Конечно, пожалуйста. Спасибо. Вы тоже ждете собеседования? Да, жду. Немного волнуюсь. Я тоже. Первый раз в этой компании. Меня зовут Ольга. А вас? Меня зовут Алексей. Очень приятно, Алексей. Мне тоже приятно, Ольга. Откуда вы приехали? Я из Воронежа. А вы? Я из Ярославля, но давно живу в Москве. О, Ярославль – красивый город. Я там был летом. Да, мне нравится родной город. Вы давно в Москве? 7 лет уже. Приехала после университета. Понятно. А на кого вы учились? Я училась на экономиста. А я на инженера-строителя. Интересно, почему выбрали строительство? С детства любил строить дома из конструктора. Потом помогал отцу на даче. А я в детстве любила считать деньги в магазине. Поэтому выбрала экономику. Здорово, когда работа по душе. Согласна. А где вы работали раньше? Я работал на стройке в Воронеже. Потом переехал в Казань, работал мастером. Вы часто меняли города? Да, люблю путешествовать по России. А я только один раз работала в другом городе. Это был Санкт-Петербург. Мне нравится Петербург. Там красивая архитектура. Согласна. И белые ночи удивительные.
А вы работали в большой компании? Нет, это был маленький офис. Я тоже работал в маленькой фирме. В маленькой команде проще общаться. Да, все друг друга знают. Сейчас ищете работу в большой компании. Да, хочу попробовать себя в крупной фирме. Я тоже. Хочется стабильности и хорошей команды. А на какую должность подаете? На бухгалтера. А вы? Я на инженера-проектировщика. Вам нравится проектировать здания? Очень. Люблю видеть результат работы. А я люблю, когда все в отчетах сходится. Сложно работать бухгалтером. Бывает сложно, но интересно. Я бы не смог с цифрами работать каждый день. А я не смогла бы строить дома. У каждого свое призвание. Вы говорите по-английски? Немного. Учился в школе и на курсах. Я тоже учила, но редко использую. В этой компании нужны языки? Да, иногда приходится читать документы на английском. Я надеюсь подтянуть язык здесь. Я тоже хочу больше практики. А вы ездили в командировки? Да, была в Нижнем Новгороде по работе. А вы? Я ездил в Екатеринбург на стройку. Там, говорят, очень холодно зимой. Да, было минус 30, но работа интересная. Я люблю путешествовать по России. Я тоже. Мечтаю поехать на Байкал. Я была там прошлым летом. Красота. Завидую. Надеюсь, и мне удастся поехать. А в другие страны ездили? Только в Беларусь и Армению. Я была в Грузии. Очень вкусная кухня. Я люблю хачапури и шашлык. А я люблю чурчхелу. В Москве большой выбор ресторанов. Согласна. Иногда хочется попробовать новое. Но все равно люблю русскую кухню. Я тоже. Борщ и блины – мои любимые блюда. Я часто готовлю борщ дома. Это здорово. Я пеку пироги на выходных. Вы сами научились или мама показала? Мама учила. Семейные рецепты. У меня тоже мама хорошо готовит. В детстве я помогала ей на кухне. А я помогал отцу строить сарай. Значит, вы с детства любите работать руками. Да. А вы любите порядок и точность? Очень. Мне нравится, когда все по плану. Это важно для бухгалтера. Да, и для инженера тоже. Вы давно ищете работу? Уже 3 месяца. А вы? Я только месяц. Надеюсь, скоро найду. Сегодняшнее собеседование – важный шанс. Согласен. Немного волнуюсь. У вас хорошее резюме? Думаю, да. Есть опыт и рекомендации. Это важно. Я тоже готовила рекомендации. Вы поддерживаете связь с бывшими коллегами? Да, иногда встречаемся на кофе. Это хорошо. Поддержка важна. Вы часто меняли работу? Нет, обычно работал по 2-3 года. Я тоже не люблю часто менять место. Хотелось бы найти стабильную работу. Я тоже этого хочу. Как думаете, здесь хорошие условия? Говорят, здесь дружный коллектив. Это главное для меня. А для меня еще важна зарплата. Согласен. В Москве много расходов. Особенно на аренду квартиры. Я сейчас снимаю комнату. А я живу с подругой. Иногда сложно найти хорошую квартиру. Да, особенно недалеко от метро. Вы на каком метро ездите? Я живу возле станции Парк культуры. А я на ВДНХ.
Утром всегда толпа. В метро часто читаю книги. Я слушаю музыку или подкасты. А что слушаете? Русский рок и аудиокниги. Я люблю классику и подкасты о путешествиях. У вас есть любимый писатель? Я люблю Достоевского. А вы? Я предпочитаю Булгакова. Недавно читала «Мастера и Маргариту». Это замечательная книга. Согласна. А вы ходите в театр? Иногда люблю драму и комедии. Я тоже. В Москве много интересных спектаклей. Да, город культурный. Что для вас главное в работе? Для меня важно развитие и атмосфера. А для меня интересные задачи. Надеюсь, здесь найдем то, что ищем. Я тоже надеюсь. Спасибо за приятную беседу, Ольга. Спасибо вам, Алексей. Было очень интересно. Удачи вам на собеседовании. И вам удачи. Пусть все получится. Добро пожаловать, Оля, вот моя комната. Спасибо, Дима. Здесь очень уютно. Я рад, что тебе нравится. Смотри, это моя кровать. Она такая мягкая. Ты сам выбирал постельное белье. Да, мне нравится зеленый цвет. Он напоминает лето. Я люблю зеленый. Он создает спокойную атмосферу. Слева у окна мой стол для работы. Ага, здесь светло. Ты часто работаешь тут? Да, особенно утром. Я люблю читать на солнце. Я тоже. Какие книги ты читаешь? Вот моя полка с книгами. Тут романы и фантастика. О, у тебя есть «Мастер и Маргарита». Я люблю Булгакова. Это одна из моих любимых книг. Я читал ее 2 раза. Я читала только 1 раз. Нужно перечитать. А вот здесь книги по истории. Я интересуюсь войнами. Интересно, а ты любишь биографии? Да, у меня есть книга про Гагарина. Классно. Я мечтала стать космонавтом в детстве. Правда? Я ходил в планетарий в Екатеринбурге. Здорово. Я была только в Санкт-Петербурге. Покажу тебе свою коллекцию значков. Ой, какие красивые. Откуда они? Я собираю их с разных городов России. Тут есть значок с Красной площадью. Да, я купил его в Москве, когда был там летом. Я тоже хочу собрать такие значки. Это интересное хобби. Можем собирать вместе. С удовольствием. А что это за фигурка на полке? Это фигурка медведя, символ России. Он такой милый. Ты сам ее купил? Нет, мне подарила бабушка на день рождения. Очень трогательно. Ты часто встречаешься с бабушкой? Да, она живет недалеко, в соседнем районе. Это здорово. А этот старый радиоприемник работает. Да, иногда слушаю музыку на нем. Люблю старые вещи. Я тоже люблю винтаж. Откуда у тебя этот плакат? Это афиша концерта. Я был на этом концерте в Казани. Ты часто ходишь на концерты. Раньше часто, сейчас реже. Больше слушаю музыку дома. Какая твоя любимая группа? Я люблю группу «Кино». А ты? Я обожаю Земфиру. У меня есть ее альбом. Класс. Можем слушать музыку вместе по вечерам. Я буду рада. А что за коробка в углу? Там мои старые фотографии и письма. Можно посмотреть? Конечно. Вот фото с моей первой поездки на море. Ты был на Черном море? Я тоже там отдыхала. Да, в Сочи. Было очень жарко, но весело. Я люблю море.
Жаль, что у нас здесь нет моря. Зато у нас красивые леса и озера. Это правда. Я люблю гулять в парке рядом. Я тоже, особенно весной, когда все цветет. А что за растение на подоконнике? Это моя пеперомия, я ухаживаю за ней уже год. Она очень зеленая. Ты поливаешь ее часто? Раз в неделю. А ты любишь комнатные растения? Да, у меня дома фикус и алоэ. Когда переедешь, можешь привезти свои цветы. Спасибо. Я обязательно привезу свой фикус. Здесь есть место для новых растений. Комната будет зеленой и уютной. А это мой ноутбук. Я часто смотрю фильмы вечером. Какие фильмы ты любишь? Я люблю комедии и старые советские фильмы. А я люблю драмы и мультфильмы. Давай устроим киновечер на выходных. Отличная идея. Можно приготовить чай и пирог. Я умею печь яблочный пирог. Угощу тебя. Обожаю яблочный пирог. Ты часто готовишь? Иногда. Больше люблю завтракать кашей. Я тоже люблю кашу, особенно овсяную. У нас тут маленькая кухня, но очень удобная. Я посмотрю потом, спасибо. А это твой шкаф? Да, здесь моя одежда и спортивные вещи. Ты занимаешься спортом? Я бегаю в парке и иногда хожу в спортзал. Молодец. Я тоже хочу начать бегать. Давай бегать вместе по утрам. Договорились. А что за карта на стене? Это карта России. Я отмечаю места, где был. Ух ты уже много где побывал. Я люблю путешествовать по стране. Я тоже мечтаю увидеть Байкал. Байкал — это моя мечта. Надеюсь, поедем вместе. С удовольствием. А что за маленькая лампа? Это ночник. Я его включаю, когда читаю вечером. Очень уютно. Я люблю мягкий свет. Я тоже. У меня есть еще гирлянда на полке. О, гирлянды всегда создают атмосферу праздника. Особенно зимой, когда за окном снег и темно. Я люблю зиму, когда можно пить горячий чай. Я тоже. У меня коллекция разных сортов чая. Покажешь потом? Я обожаю зеленый чай. Конечно, у меня даже есть чай из Китая. Здорово. А что за коробка на столе? Там мои карандаши и блокноты. Я иногда рисую. Ты умеешь рисовать? Покажешь свои рисунки? Вот, посмотри, это городской пейзаж. Очень красиво. Ты талантливый. Спасибо, я рисую для души. Можно вместе рисовать вечерами. Я буду рад. Тут места хватит для двоих. Комната станет еще уютнее, когда я перееду. Я ждал этого дня, теперь будет веселее. Спасибо, что ты так заботишься обо мне. Мне важно, чтобы тебе было хорошо здесь. Я уже чувствую себя как дома. Это главное. Все для тебя, Оля. Ты очень добрый, Дима. Спасибо. Вместе нам будет хорошо. Я уверена в этом. Давай попьем чаю? Отличная идея. Сейчас поставлю чайник. Я помогу тебе накрыть на стол. Спасибо. Вместе все получается быстрее. Скоро комната наполнится нашими историями. Я этого очень жду. Здесь будет много радости. И смеха. Мы будем вместе смотреть фильмы. И устраивать уютные вечера с книгами и музыкой. Я рада, что мы теперь вместе. Я тоже, Оля. Добро пожаловать домой. Привет, можно сесть рядом? Конечно, садись. Я здесь один. Спасибо.
Я Оля из Екатеринбурга. Очень приятно, Оля. Я Костя из Санкт-Петербурга. Классно. Ты давно в этой хостеле? Нет, только второй день. А ты? Я приехала вчера вечером. Ты уже успела что-нибудь посмотреть в городе? Да, сегодня гуляла по центру. Очень понравилась Красная площадь. Мне тоже нравится центр Москвы. Ты была в Третьяковской галерее? Нет, еще не была. Стоит пойти. Обязательно. Там много красивых картин. Спасибо за совет. А ты что посмотрел? Я ходил в парк Горького вчера. О, я тоже хочу туда сходить. Там много людей, но очень красиво. Ты часто путешествуешь по России? Да, люблю путешествовать. Был в Казани, Сочи, Новосибирске. Здорово, я только в Сочи была. Тебе понравилось в Сочи? Очень. Море, солнце, фрукты, все отлично. Я был там летом, плавал каждый день. А где тебе больше всего понравилось? Наверное, в Казани. Там интересная архитектура. Я мечтаю поехать в Казань. Советую. Люди добрые, кухня вкусная. Что ты там ел? Пробовал чак-чак и эчпачмак. Чак-чак – это сладкое. Да, вкусное татарское лакомство. Интересно. Я люблю пробовать новую еду. Я тоже. В каждом городе ищу местные блюда. Ты сам путешествуешь или с друзьями? Чаще всего один. Так проще знакомиться. Я тоже люблю одна ездить. Можно встретить интересных людей. Вот как сейчас. Да, в хостелах всегда весело. Очень удобно. Здесь дружелюбная атмосфера. Ты уже познакомился с кем-то, кроме меня? Да, вчера болтал с парнем из Воронежа. Я тоже встретила девочку из Самары. Здорово. Она тоже путешествует одна? Нет, с подругой. Они хотят в Петербург. Петербург – мой родной город. Там красиво, много мостов и музеев. Да, особенно летом, белые ночи. Я была там весной. Дождливо, но красиво. Весной часто идет дождь. Ты любишь дождливую погоду? Иногда. Можно пить чай и читать книгу. Я больше люблю солнце. А я люблю гулять под зонтом. У тебя есть любимое место для путешествий? Мне нравятся горы. Был на Алтае. Вау, это моя мечта. Как там? Очень красиво. Горы, реки, природа. Ты ходил в поход? Да, с рюкзаком и палаткой. Я только раз ночевала в палатке. Немного страшно, но интересно. Зато утром чистый воздух и тишина. Ты фотографируешь в путешествиях? Да, делаю много фотографий на телефон. Покажешь потом? Конечно, с радостью. Я тоже люблю фотографировать. Особенно закаты и старые здания. Ты делала фото Красной площади? Да, получилось очень красиво. Ты выкладываешь фото в интернет? Иногда для друзей и семьи. Моя мама всегда ждет новых фото. Моя тоже. Она спрашивает каждый день. Ты долго еще останешься в Москве? Пару дней, потом поеду в Владимир. Я там был, очень старый город. Что посоветуешь посмотреть? Золотые ворота и Успенский собор. Спасибо, обязательно схожу. А дальше куда поедешь? Потом хочу во Владимир, потом в Нижний Новгород. Тоже интересный город, особенно Кремль.
У тебя есть планы после Москвы? Я поеду в Тулу, хочу попробовать пряники. Тульские пряники очень вкусные. Ты была в Туле? Да, с родителями в детстве. Ты помнишь что-то интересное? Музей оружия и красивые парки. Спасибо, схожу обязательно. Ты используешь поезд или автобус? Чаще всего поезд, удобно и быстро. Я тоже люблю поезда. Можно читать, пить чай, смотреть в окно. Да, и знакомиться с соседями по купе. Ты когда-нибудь ехал в плацкарте? Да, много раз. Своя атмосфера. Иногда шумно, но не скучно. Согласен, бывает весело. Ты когда-нибудь опаздывал на поезд? Один раз чуть не опоздал, было нервно. Я всегда приезжаю заранее. Это правильно, лучше не спешить. Ты учишься или работаешь? Я работаю программистом. Здорово. А я учусь на историка. Любишь историю России? Очень. Поэтому люблю путешествовать. Ты пишешь заметки о поездках? Да, веду дневник. Это отличная идея. Потом интересно читать. А ты ведешь дневник? Нет, но хочу попробовать. Начни с коротких заметок. Спасибо за совет. А ты пробовала блог вести? Нет, я стесняюсь писать публично. Может, когда-нибудь попробуешь? Может быть, ты путешествуешь летом или зимой? Больше люблю лето, тепло и светло. Я тоже. Зимой холодно и мало солнца. В Сибири зимой очень холодно. Я была зимой в Томске. -30. Ты молодец, я не люблю мороз. Но снег красивый. Это правда. Ты когда-нибудь был за границей? Нет, пока только по России. Я была в Беларуси у бабушки. Как тебе там? Тихо, спокойно, много зеленых парков. Звучит хорошо. Ты хочешь поехать за границу? Да, мечтаю съездить в Чехию и Италию. Там красивая архитектура и вкусная еда. А ты куда хочешь? Мечтаю увидеть Париж. Это романтично. А пока путешествую по России. Это тоже интересно. Ты уже ел сегодня? Нет, только пил чай на кухне. Я завтракала блинами. Очень вкусно. Блины — это по-русски. Ты умеешь готовить блины? Да, иногда готовлю на выходных. Я тоже люблю готовить. Особенно борщ и салаты. У тебя много друзей в разных городах. Да, после путешествий всегда кто-то остается. Это здорово. В хостелах легко знакомиться. Ты когда-нибудь отмечал праздник в поездке? Да, Новый год в Сочи с друзьями. Как интересно, был салют. Да, и мандарины, и снег. Я отмечала Масленицу в Ярославле. Там, наверное, было весело. Очень, хороводы и блинчики. Здорово, надо будет тоже поехать. Путешествие – это всегда новые эмоции. Согласен. И новые друзья. Спасибо за приятную беседу. И тебе спасибо, Оля, было очень интересно. Как хорошо, что мы выбрали этот парк для пикника. Да, мне здесь очень нравится. Так спокойно. Погода сегодня просто замечательная. Солнышко светит и совсем нет ветра. Ты не замерзла? Может, тебе плед? Нет, спасибо, мне тепло. А тебе? Мне тоже комфортно, воздух свежий. Посмотри, сколько вокруг зелени.
Да, трава мягкая, приятно сидеть. Я взяла твой любимый сыр. О, отлично, это тот с орехами? Да, именно этот. Попробуешь? Конечно, спасибо, очень вкусно. Я также принесла багет и помидоры. Багет свежий, пахнет так аппетитно. Я купила его сегодня утром в пекарне. Ты молодец, всегда заботишься. Мне нравится готовить для нас. Что еще у нас есть? Вот яблоки и виноград для десерта. Я люблю виноград, он сладкий. Еще я сделала салат с огурцами. Здорово, ты добавила укроп? Конечно, без укропа никуда. Дай попробовать, пожалуйста. Вот, держи ложку. Спасибо, очень вкусно получилось. Рада, что тебе нравится. Что ты хочешь сначала, багет или салат? Давай начнем с салата. Хорошо, прошу. А потом можно по кусочку сыра. Да, и багет с сыром отлично сочетается. Я тоже так думаю. Смотри, там птицы прилетели. Голуби или это воробьи? Воробьи, они такие забавные. Может, дадим им немного хлеба? Хорошая идея. Вот кусочек багета. Бросаю им немного. Смотри, как бегут. Они любят пикники не меньше нас. Правда, надо чаще устраивать такие дни. Согласен, природа и ты – лучшее сочетание. Ах, как приятно слышать. Ты знаешь, в детстве мы часто ходили в лес. С семьей? Да, мама всегда пекла пирожки. А какие были любимые? С картошкой и грибами. В следующий раз испеку такие для тебя. Буду ждать с нетерпением. Ты хочешь чай или сок? Я бы выпил чаю, если можно. Вот термос, чашка и сахар. Спасибо. Ты добавляешь лимон? Да, лимон всегда освежает. Запах чая такой уютный. Согласна. Дома не так вкусно пить. На природе все кажется особенным. Ты помнишь наш первый пикник? Конечно, это было весной в Сокольниках. Тогда шел дождь, но было весело. Мы спрятались под большим деревом. А потом ели бутерброды и смеялись. Я рад, что ты всегда со мной. Мне повезло с тобой. Спасибо, дорогая. Давай попробуем яблоки. Они красные и сочные. Давай. Я люблю кислые яблоки. Эти не очень кислые, попробуй. Да, сладкие и хрустящие. У нас остались еще печенье и шоколад. Печенье твое фирменное. Да, с изюмом и орехами. Отлично. Дай, пожалуйста, одно. Вот, держи. Осторожно, крошится. Очень вкусно. Спасибо. На здоровье. Слушай, какие у тебя планы на выходные? Можно снова прийти сюда, если погода будет хорошей. Я за. Или съездить за город. Можно взять плед, книги и еще еды. А еще пригласить друзей. Да, будет весело большой компанией. Но мне нравится и вдвоем. Мне тоже. Больше уюта и тишины. Смотри, облака похожи на корабли. Да, а то на зайца. У тебя хорошее воображение. Спасибо. Иногда мечтаю летать, как облака. А я мечтаю путешествовать с тобой. В какие города хочешь поехать? В Петербург, Казань, может быть, в Сочи. Я бы тоже хотела увидеть море. Когда-нибудь обязательно съездим. Сначала надо накопить немного денег. Да, но мечтать не вредно. Согласна.
Главное — быть вместе. Ты права. Ты когда-нибудь была в Суздале? Нет, но много слышала. Говорят, там красиво. Древний город, много церквей и музеев. Можно будет туда съездить летом. Договорились. Кстати, посмотри на небо. Какое оно голубое, ни одного облачка. Идеальный день для пикника. Ты хочешь еще чаю? Да, налей немного, пожалуйста. Вот, держи. Осторожно, горячо. Спасибо. А у тебя остались салфетки? Да, вот пачка, бери. Спасибо, очень удобно. Надо будет убрать мусор, чтобы было чисто. Конечно, мы всегда так делаем. Люблю, когда все аккуратно. Ты всегда заботишься о деталях. Это важно для уюта. Я рад, что мы вместе отдыхаем. И я рада. Такие моменты запоминаются. Давай сфотографируемся на память. Давай, пусть будет еще одно фото в альбоме. Улыбайся, скажи «сыр». Сыр, Готово, отличное фото получилось. покажи. Да, классно вышло. Будем смотреть зимой и вспоминать лето. Это будет наш секретный рецепт счастья. Пикник, природа и любимый человек рядом. Спасибо за прекрасный день. И тебе спасибо, любимая. Давай еще немного посидим и помечтаем. Да, не хочется уходить из такого уюта. Слушай, как поют птицы. Это соловей очень красиво. Наверное. Весна — время песен. Надо будет взять с собой гитару в следующий раз. Ты сыграешь что-нибудь романтичное? Обязательно, для тебя. Тогда я приготовлю твой любимый лимонад. Договорились, прекрасный план. Я счастлива, что мы вместе. Я тоже. Пусть таких дней будет больше. А пока просто наслаждаемся моментом. Да, здесь и сейчас. Здравствуйте, можно с вами в такси? Здравствуйте, конечно. Мы же едем в одну сторону. Спасибо, меня зовут Алексей. Очень приятно, я Ольга. Вы часто ездите на такси? Иногда, когда спешу на работу. Сегодня пробки на дорогах, да? Да, ужасно много машин. Это из-за дождя. Я заметил, что в Москве всегда так. Вы живете в Москве давно? Я родился здесь, а вы? Я из Нижнего Новгорода, но работаю тут 2 года. И как вам Москва? Мне нравится. Много парков, кафе, музеев. Я редко хожу в музеи, но люблю гулять. А где вы любите гулять? Часто бываю в парке Горького. Там красиво, особенно летом. Согласен. А чем вы занимаетесь? Я работаю биологом, занимаюсь наукой. Очень интересно. Это сложная работа? Иногда трудно, но мне нравится исследовать. Что вы сейчас исследуете? Я изучаю растения, их рост и здоровье. Значит, вы много времени проводите в лаборатории. Да, часто работаю с микроскопом и пробирками. В школе я любил биологию, но выбрал авиацию. Вы работаете в аэропорту? Да, я диспетчер. Работаю в Шереметьево. Ого, это ответственная работа. Правда, нужно быть очень внимательным. Вы управляете самолетами? Я говорю с пилотами по радио, помогаю им. Вы работаете по сменам? Да, иногда ночью, иногда днем. Это тяжело, наверное. Бывает трудно, но уже привык.
Сколько лет вы работаете диспетчером? Уже 7 лет с окончания университета. А почему вы выбрали эту профессию? Мне всегда нравились самолеты и небо. Я в детстве мечтала быть астрономом. А почему вы стали биологом? Люблю природу и хотела помогать людям. У вас есть любимое растение? Очень люблю березу. Она символ России. Да, березы красивые, у меня у дома растут. А вы любите дачу? Да, у родителей есть дача под Коломной. Вы часто туда ездите? Летом почти каждые выходные. Что вы там делаете? Помогаю в огороде, жарю шашлыки. Обожаю шашлыки, особенно с друзьями. Вы часто встречаетесь с друзьями на природе? Иногда выбираемся в Подмосковье на пикник. Ваша семья тоже живет в Москве? Нет, родители в Нижнем Новгороде. Вы часто их навещаете? Стараюсь ездить хотя бы раз в 2 месяца. Наверное, скучаете по родителям. Да, но часто разговариваем по телефону. У меня тоже родители далеко, в Самаре. Вам удается их навещать? Редко, но на Новый год всегда вместе. Новый год– мой любимый праздник. И мой тоже. Ёлка, подарки, салаты. Вы любите оливье? Конечно, без оливье нет праздника. Я тоже готовлю его каждый год. А вы любите готовить? Иногда люблю печь пироги. С чем пироги? С яблоками или с капустой. Вкусно! Я люблю пироги с картошкой. А вы умеете готовить? Я умею варить борщ и жарить яичницу. Главное– желание, а не умение. Правда, я иногда учусь по видео в интернете. Я тоже смотрю рецепты на Ютубе. Вы любите смотреть фильмы? Да, особенно русские комедии. Мой любимый фильм «Ирония судьбы». Классика. Я смотрю его каждый декабрь. А вы ходите в театр? Иногда, когда есть интересная постановка. Я не был в театре давно. Можно сходить вместе как-нибудь. Хорошая идея. Я давно хотел посмотреть спектакль. А вы слушаете музыку в машине? Да, люблю слушать радио, чтобы не скучать. Я слушаю аудиокниги в дороге. А какие жанры вам нравятся? Люблю детективы и фантастику. Я больше люблю слушать рок-музыку. Иногда слушаю старые русские песни. А у вас есть братья или сестры? У меня есть младшая сестра. Она тоже живет в Москве. Нет, она учится в Санкт-Петербурге. Питер – красивый город. Часто бываете там? Редко, но всегда с радостью. А у меня есть старший брат. Он тоже авиадиспетчер. Нет, он инженер на заводе. Вы дружите с братом? Да, часто созваниваемся. Семья– это важно. Согласен, особенно когда живешь в большом городе. Вы любите Москву зимой? Да, когда много снега, очень красиво. А я не люблю мороз. Мне холодно. Я тоже мерзну, но люблю кататься на коньках. Я плохо катаюсь, все время падаю. Главное, не бояться и много тренироваться. Может, вы меня научите? С удовольствием. Давайте как-нибудь попробуем. Спасибо. Я давно хотела научиться. Сколько обычно занимает дорога до работы? Около 40 минут на метро. Сегодня на такси быстрее получится. Да, и приятная компания в подарок.
Спасибо, мне тоже приятно познакомиться. Вы часто знакомитесь в такси? Нет, это первый раз. У нас хороший водитель, едет аккуратно. Да, и музыка спокойная. Вам нравится такая погода? Мне больше нравится солнце. Я люблю осень, красивые листья. А я люблю весну, когда все зеленое. Вы когда-нибудь были за границей? Один раз был в Чехии, очень понравилось. Я мечтаю поехать в Японию. Там красивая природа и интересная культура. Согласна, но пока люблю путешествовать по России. Я тоже. В России много красивых мест. Например, Байкал или Камчатка. Мечтаю увидеть Байкал зимой. Там лед голубой и прозрачный. Вы фотографируете путешествия? Да, у меня много снимков природы. Я тоже люблю фотографировать самолеты. Нам стоит обменяться фотографиями. С удовольствием. У вас есть Инстаграм? Да, могу дать вам мой ник. Отлично, я добавлю вас. Спасибо за приятный разговор. Спасибо вам. Дорога прошла незаметно. Вот и наша остановка скоро. Желаю вам хорошего дня. И вам удачи на работе. Может, еще увидимся в такси. Буду рада снова встретиться. Катя, сегодня мы будем работать в саду. Папа, что мы будем делать сначала? Сначала нужно убрать сорняки. Сорняки – это плохие растения? Да, они мешают цветам расти. Как их правильно убирать? Вот тяпка. Держи ее так, как я показываю. Ясно. Просто копать землю около сорняков? Да, но старайся не трогать цветы. Сорняки легко выдергиваются. Иногда корни остаются в земле. Лучше вытащить их полностью. Правильно. Так новые не вырастут быстро. Папа, а что делать с этими листьями? Собери их в ведро, потом выбросим. Так много мусора получается. В саду всегда есть работа. Я думала, сад – это только цветы. Нет, надо заботиться о земле. Какие цветы мы будем сажать? Сегодня посадим астры и бархатцы. Я люблю астры, они яркие. Вот пакетики с семенами. Они такие маленькие и разные. Да, из каждого вырастет цветок. Как правильно сажать семена? Сделай небольшую лунку пальцем. Так, глубоко копать не надо? Нет, глубина примерно 1 сантиметр. Положить по одному семечку? Можно по 2 на всякий случай. Потом засыпать землей? Да, и немного прижать рукой. Готово! Я посадила первую астру. Молодец, Катя, теперь полей водой. У нас есть лейка? Вот она, полей осторожно. Вода холодная, но приятно. Цветы любят свежую воду. Когда они начнут расти? Через 2 недели появятся первые ростки. Так быстро? Я буду ждать. Главное поливать каждый день. А удобрение нужно? Да, но чуть позже, когда взойдут. Какие удобрения лучше? Можно взять органические, навоз или компост. А если нет компоста? В магазине есть специальные смеси. Я видела их у бабушки в деревне. Бабушка знает толк в садоводстве. Я хочу научиться так же, как она. Ты уже хорошо справляешься. Папа, а как бороться с насекомыми? Есть специальные средства от вредителей. Они вредны для цветов?
Нет, если использовать правильно. Лучше натуральные или химические? Я предпочитаю натуральный, мыльный раствор. Мыльный раствор? Просто вода с мылом? Да, и немного масла, чтобы держалось. Я хочу попробовать сделать сама. Конечно, покажу рецепт позже. Спасибо, папа. А что с этими кустами? Это розы, их надо обрезать. Обрезать ножницами? Да, вот садовые ножницы. А зачем обрезать розы? Чтобы лучше росли и цвели. Можно я попробую? Осторожно, не порежься. Я аккуратно. Вот, получилось. Молодец, Катя. Очень хорошо. Папа, а можно посадить что-то съедобное? Конечно, например, зеленый лук и укроп. Я люблю свежий укроп в салате. Тогда посеем его вдоль забора. Семена такие мелкие, неудобно брать. Можно смешать их с песком. Тогда легче сеять? Да, и они распределяются ровнее. Я этого не знала. Садоводы часто так делают. Какой красивый у нас сад. Он будет еще лучше летом. А когда появятся первые цветы? В июне зацветут астры и бархатцы. Я хочу пригласить подруг посмотреть. Конечно, можно устроить чаепитие в саду. Это будет очень уютно. Да, особенно летом, когда тепло. Папа, как часто надо рыхлить землю? Раз в неделю достаточно. Это помогает воздуху поступать к корням? Да, и вода лучше проникает. Я запомню. А когда собирать урожай? Когда зелень подрастет через месяц. Можно я попробую сейчас посеять укроп? Да, вот семена и лопатка. Папа, а почему у соседа трава гуще? Может, он чаще поливает и косит газон. Я тоже хочу красивый газон. Мы посеем траву весной. А что делать, если появляются желтые пятна? Это нехватка воды или болезни? Можно спасти траву? Да, надо полить и удобрить. Папа, а муравьи вредят растению? Иногда, но чаще они безвредны. У меня на руках земля. Можно помыть? Конечно, вот ведро с водой. Спасибо. Земля пахнет свежо. Это запах лета и природы. Я люблю работать на свежем воздухе. Садоводство полезно для здоровья. Сегодня погода отличная для работы. Да, солнце, но не слишком жарко. Папа, а когда лучше садить цветы? Весной или ранней осенью. А если посадить летом? Можно, но надо чаще поливать. Я буду стараться не забывать. Ты уже многому научилась сегодня. Спасибо, ты хороший учитель. С тобой приятно работать, Катя. Я горжусь нашим садом. Он как маленький парк. Главное – забота и терпение. А можно посадить еще подсолнухи? Да, они растут быстро и украшают участок. Зимой сад грустный, правда? Да, но весной все оживает. Я люблю весну и цветы. И я, особенно запах сирени. Папа, а что за перчатки у тебя? Это садовые перчатки, чтобы не поранить руки. Можно мне тоже такие? Конечно, я куплю тебе свои. Спасибо, с ними работать удобнее. Да, и ногти останутся чистыми. Папа, а когда поливать лучше, утром или вечером? Лучше утром или после заката? А днем нельзя?
Днем вода быстро испаряется. Теперь я все понимаю. Ты быстро учишься, скоро будешь садовником. Я бы хотела устроить цветник у школы. Хорошая идея, я помогу тебе. Спасибо, папа, ты лучший.